Вы на канале Шить Легко. Меня зовут Светлана. Сегодня у нас продолжение предыдущего видео. Базовая основа, расчетно-пропорциональная методика построения волшебные треугольники. Сегодня на нашей плоской базовой конструкции мы введем выточку по груди, выточку по спине и преобразим нашу плоскую конструкцию в полноценную базовую основу до талии. Если вам приносит пользу мои видео, если вам интересно, чтобы я больше снимала видео, снимала больше пошива и конструирования, станьте спонсором моего канала. Подписывайтесь на мои каналы, будем работать вместе. Чем больше у меня будет спонсоров, тем больше я буду времени уделять своему ютубу. То есть я буду больше уделять времени вам. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много интересного. Ссылка под видео. Мы начертили свой чертеж. Какие корректировки я внесла? Я подняла линию глубины проймы на 1,5 сантиметра, потому что для моего размера она оказалась великовата. Девочки, если кто-то не понимает, как нужно это сделать, это обхват груди, деленное на 10 плюс 10,5, в моем случае это 22 сантиметра, и 22 сантиметра вот от плечевого среза я подняла. То есть длина бочка у меня 17,5, глубина проймы у меня 22 сантиметра. И, соответственно, все эти линии я перенесла, все точки, и по-новому построила пройму. По тому же самому точно принципу. Это для больших размеров. Некоторым этого и не нужно будет. То есть девушки более хрупкие, стройные, они могут попасть идеально в этот размер. Что мы делаем? Для того, чтобы нам ввести выточки, сначала нам нужно еще несколько мерок. Нам нужна длина полочки до талии, как я уже говорила. Желательно центр груди. А если нет, то мы его сейчас рассчитаем. И нам обязательно нужна точка, вернее мерка, высота груди, которая измеряется у нас от высшей плечевой точки, то есть от ростка через центр груди до самой выступающей точки. Вот и все. Значит, чертеж остался прежним, только я подняла все на 1,5 сантиметра. Вы тоже можете себя проверить и тоже внести корректировки, если вам нужны. И начинаем мы работать от спинки. Как мы вводим наши выточки? Вот у нас середина спинки. Вот у нас линия, определяющая глубину проймы. От точки, которая у нас определяет ширину спинки, до линии, определяющей середину спины, мы делим на 3 равные части. На 3 равные части, и мне нужна только, вот, допустим, первая часть. Теперь следующее, что мы делаем по плечевому срезу, я откладываю для своего, вот у меня большой размер 5 сантиметров, допустим, или можно по-другому, длина или ширина нашего плеча разделим на 3. Это для маленьких размеров, я думаю, даже очень даже нормально. Вот я откладываю для своего большого размера от высшей точки ростка 5 сантиметров и ставлю контрольную точку. У нас есть точка 9,3, в моем случае это 9,3, в вашем каждом индивидуальном случае это будет ваша точка. Через нее мы проводим горизонталь. И от точки деления, вот в моем случае от точки 7,3 к точке 5 еще одну линию. Как мы будем разрезать? Значит, вот это у нас, это центр лопатки, то есть выпуклость на нашу лопатку. Мы ее так нехитрым способом рассчитали. Разрезаем мы эту линию, не дорезая пару миллиметров в пройме, и эту линию. Пока оставляем в покое со спинкой все. Значит, перемещаемся к полочке. Опять-таки, по линии глубины проймы
мы должны центр груди свой определить. Как я это делаю? Вот от точки, определяющей ширину груди, я измеряю, делю это значение пополам и смещаюсь еще на 1 сантиметр в сторону проймы. Вот так. Это первая точка, и от нее мы проводим перпендикуляр вниз. От высшей точки вот плеча мы откладываем свою мерку, каждый свою мерку высоту груди. В моем случае высота груди 32,5 сантиметра. И вот от верхней точки на эту вертикаль я откладываю 32,5 сантиметра. Вот так, засечкой. Теперь по плечевому срезу. По плечевому срезу, если я взяла по спинке 5 сантиметров, по полочке я тоже беру по плечевому срезу 5 сантиметров. Ставлю точку и соединяю точка, высшая точка груди, вот она, с точкой 5 по плечевому срезу. Вот так. Теперь от точки, в моем случае это 32,5. В вашем случае это ваша высота груди, и у вас будет эта точка названа вашим числом. От середины переда через точку 32 в моем случае до линии бока я провожу еще одну горизонталь. Вот так. Мы разрежем по этой линии. И этой. И разрезаем. Я вырезала свою выкройку. Теперь разрезаем ее по конструктивным линиям. В моем случае это 9,3. В вашем случае, девочки, это ваша точка. И точка 5 по плечу. Начинаем мы работать от спинки. Я разрезала по линии, вот по горизонтали и по точке 5. И тут, девочки, значит так, смотрим. Вот у меня перегибистая фигура, у меня наклонная фигура, где длина полочки более чем на 7 сантиметров, длиннее, чем по спинке. На перегибистые фигуры считается выточка не нужна. Но так как у меня уже там, я знаю, горбик и большой размер, я развожу. Вот выточка у нас может быть от 0 до 3,5 сантиметров раскрыться. В каком случае? Если у нас, допустим, перегибистая фигура, спинка ровная абсолютно, нет выступающих лопаток, нет горбиков, значит, мы можем при такой перегибистой фигуре оставить ее так, как она есть. Я, допустим, я ее развожу, вот эта точка у нас не должна никуда особо изломиться. Для себя я беру, допустим, на свою перегибистую фигуру вот буквально сантиметр. Посмотрите, как преображается выкройка. Каждый это сделает для себя, изучаем обязательно свою фигуру. Если длина спины до талии и длина полочки до талии имеют там большую разницу, как у меня, перегибистая фигура, может эта выточка быть и совсем маленькая. Но смотрите, какая у нас здесь свобода, тоже сантиметр образовывается. Если спинка вот прям сутулая, тогда чем более сутулая спинка, чем более вот горбатенькие лопаточки выступают, тем больше мы расширяем ее. И здесь у нас образовывается свобода. Мне, допустим, достаточно вот так. Значит, эту выточку я возьму 8,5 сантиметров. Вот, поставлю точку 8,5. И потом, когда переведем на чистый лист бумаги, вы поймете всю прелесть ситуации, так прям скажем. И со спинкой, в моем случае, делать больше ничего не нужно.
переходим к полочке. Мы знаем, что наша выкройка, вот нижняя наша линия, это линия талии. Я полочку разрезаю по точке высота груди и точка 5 в моем случае. Уравниваем по линии талии. И теперь смотрим. Значит, девочки, применяем мерку длина переда до талии. В моем случае длина переда до талии на 7,5 сантиметров больше, чем длина спины до талии. И я поднимаю свою выкройку на 7,5 сантиметров. Я показываю сначала на мате, для того, чтобы вам было более видно, что белое на белом не видно. Здесь у нас горизонталь, и не забываем, что у нас есть отвод. Чем меньше разница длины полочки до талии и длины спинки до талии, тем меньше у вас здесь разведется выкройка. Верхняя линия параллельно нижней линии ПК. То есть, если у меня здесь 7,5, здесь тоже 7,5. И следующее, что мы делаем, значит, маленькие размеры могут применить треугольник. Треугольник этот, одна сторона 15 сантиметров, а вторая сторона это разница между обхватом груди и обхватом под грудью, деленная на 2, вот и получается вторая сторона треугольника. Значит, в моем случае я вам хочу показать более простой метод, там, где вот треугольники не очень работают. Так как у меня большая разница, перегибистая спинка, получается большая длина полочки, я просто беру, вот горизонталь моя, для маленьких размеров это будет так. Для больших размеров мы берем по этой же вот параллельной горизонтали, соединяем. Вот так у нас изогнулась, изломилась линия бока, но мы ее обязательно должны, мы ее сейчас откорректируем. Соединяем. Просто вот две точки соединяем. И по горизонтали соединяем. Вот приклеиваем, фиксируем, вернее, на одной линии. Вот такая выкройка получается. Смотрите, длина спины до талии у меня и длина переда до талии большая, поэтому у меня и выточка большая. И у кого длина спины до талии, как у меня, и длина переда до талии имеет большую разницу, ну, то есть более 5-6 сантиметров, там, вот как у меня, 7,5. Безусловно, тогда выточка откроется большая. Чем меньше эта разница по спинке и по переду, тем и выточка будет меньше, тем и здесь будет меньше. Все взаимосвязано. Если бы у меня была стандартная фигура, допустим, и у меня было 3-4 сантиметра, на 3-4 сантиметра длиннее, больше, вернее, полочка, чем спинка. Естественно, и значение бы и здесь было меньше, и выточка раскрылась бы меньше. Значит, теперь для наглядности я наложу лист кальки, переведу и расскажу дальше, что делать с выточками. Я пересняла выкройку. Теперь я знаю, что длина моей выточки по спинке 8,5 сантиметров. И 8,5 сантиметров я уравниваю 8,5. 8,5. Вот так. Стороны выточки равны. Следующее, что я делаю по полочке. Измеряю. У меня 31, практически 39.
Те же самые 39 я откладываю с другой стороны и уравниваю от высшей точки к центру груди. Вот так. И так как мы знаем, что стороны выточки должны быть равны, уравняли. У нас получилась вот такая изогнутая линия, но так она не должна идти. И мы обязательно должны осноровить немножко свое изделие, вернее свою выкройку. Расширилась она у меня. Видите, как выдвинула полочка? Так, смотрим. Разница 2 сантиметра. И теперь моя полочка. Вот, выровняли боковой шов, вернее линию бока и сравняли. Длина бочка по спинке и по полочке должна быть одинаковая. И здесь обязательно у нас в районе проймы полочки должен быть прямой угол. То есть мы должны немножко пройму свою сделать более красивой. Девочки, вот так несложно, просто можно сделать для себя выкройку. Только что я сделала выкройку и вот перенесла ее на материал. Никаких, я не вносила вообще никаких изменений. Я дала припуски по 1 сантиметру и по плечу 2 сантиметра. Потому что я знаю, что я всегда делаю, если делаю вот такую базу, я потом корректирую свое плечо, конец плеча, потому что у меня косточка развернута, вот плечевая косточка у меня немножко развернута вперед. Это единственное, что мне нужно будет сделать. В результате на мой большой размер, девочки, у меня получилась прибавка от первоначально 4, еще плюс по 2. Вот, выдвинулась у меня в моем случае. То есть свободы мне абсолютно достаточно. Я имею в виду, выдвинулась по полочке на 2 сантиметра с одной стороны, с другой, это еще плюс 4. Вот. Но, несмотря на то, что казалось бы, что уже и прибавка такая приличная, для моего большого размера, я чувствую себя в ней великолепно. Естественно, я не вводила талиевые выточки ни спереди, ни сзади. Немножко нужно свою базу подкорректировать, но уже с такой базой даже можно работать. Сидит она хорошо, но вы и сами видите. Теперь на чертеже я вам покажу, как я внесу корректировки в свою базу. И я теперь вношу правки в свою базу. Вот у меня расширилась на 2,3. Значит, я со спинки 2,3 эти убираю. Итак, моя база будет сидеть хорошо. Это даже, девочки, не приталивание, это отвод. Следующее, что я еще сделала, как я говорила, по плечевому шву, вот по краю плеча я прибавила 1 сантиметр. И столько же убрала по полочке с конца плеча. То есть принцип такой, сколько прибавляем, столько же и убираем, если нужно. Или корректируем свое плечо. И еще я опустила, значит, помним, что при таком изломе нужно обязательно откорректировать конец проймы. Теперь вот это, моя боковая линия для полочки, а это моя боковая линия для спинки. И я опустила свою полочку еще, ну, здесь я на чертеже-то опустила почти на 2,8, но мне нужно всего лишь было 1,5 сантиметра. По полочке это нормально. На 1,5 сантиметра опустила. Если вам нужно, девочки, вы тоже можете так сделать. Все, по этой базе можно работать.
Пробуйте, дерзайте, и у вас обязательно все получится. А если что, какие-то вопросы у вас возникают, пишите их в комментариях в Telegram или на YouTube. Всем пока!